Глава 96. Ценность камней скрытого звука. Цзиньсин хрипло крикнул: «На этот раз продажу ресурсов компании отменить будет трудно, но даже не думай, что сможешь получить что-то еще. Перестань думать обо мне так плохо». Чутянь похлопал его по плечу. «Сначала ты ошибался, и поэтому я так поступил, это было естественно. Теперь все совсем иначе, теперь я предлагаю взаимовыгодное партнерство. Я говорю с тобой о делах, взаимовыгодное партнерство. Было бы странно, если бы я тебе поверил». В глазах Цзиньсина и Цзиньхао Чутянь перестал быть человеком. Он стал жадным дьяволом. Мэн Циньву покачала головой. К злым людям тянутся злые люди. Чутянь был достаточно плохим, но эти двое не были хорошими людьми. Их мог съесть лишь такой злой человек, как Чутянь. «Садитесь же». Чутянь поманил всех рукой, и Мэн Циньву села рядом с ним. Цзиньсин и Цзиньхао не смели пошевелиться. «Что такое?» Чутянь нахмурил брови и хлопнул по столу. «Вы не хотите мне помочь?» Мы сядем». Один дрожал от холода, а второй был покрыт черно-синими синяками. Было видно, что они в затруднительном положении. Они сели на стулья так осторожно, словно из сидений торчали гвозди. «Произошли такие скверные вещи, а мы до сих пор здесь», — продемонстрировал улыбку Чутянь, хотя переговоры прошли с затруднениями, результаты вполне удовлетворительны. «Что за бред? Еще бы ты не был удовлетворен. Купить недвижимость стоимостью в несколько десятков миллионов за 500 духовных камней». Их чувства не волновали Чутяня, и он небрежно сказал: «Теперь я хочу обсудить другое дело. Если сделка окажется успешной, я получу мясо, а вам дам кости». Как Цзиньсин и Цзиньхао могли поверить словам этого дьявола, они едва не встретились с працами. «Смотрите», Чутянь вытащил большую нефритовую бутылку и вытащил несколько таблеток. Это таблетка очищения ЦИ, ее изготовила наша компания. Неважно, насколько талантлив человек, пока он использует эти таблетки, он может мгновенно прорваться на уровень совершенного тела. Никаких побочных эффектов, мгновенный результат, это правда. Услышав это, Цзиньсин задрожал. Торговое чудо не только совершило технологический прорыв, но и хорошо продвинулось в разработке лекарств. Создание лекарств сильно отличалось от создания новых технологий. Чтобы создать новое лекарство, требовались очень глубокие знания. Торговое чудо оказалось действительно непростой компанией. Цзиньсин с сомнением спросил: «Что ты хочешь сделать?» Чутянь сказал: «Как только эти таблетки попадут на рынок, вам лучше четко знать цену. Их легко можно продать за тысячи, а то и за десятки тысяч». Он был прав. Если эти таблетки действительно делали то, о чем говорил Чутянь, это станет тем, за что крупные семьи будут бороться между собой. Такая таблетка могла сэкономить 1 или 2 года болезненной культивации, и 20 тысяч золотых монет в таком случае было несущественной тратой. Чутянь продолжил: основным компонентом таблеток являются демонические насекомые. Это редкий материал, но не такой уж и редкий эликсир. Понимаете, что я имею в виду? Выражение лица Цзиньсина изменилось. Эти таблетки можно производить массово. Это было просто невероятно. Для большинства таблеток, усиливающих культивацию, требовались эликсиры, богатые энергией. Этим эликсирам должно было быть больше 100, а то и 1000 лет. Это не то, что люди могли бы создавать. Чутянь создал несколько таблеток для культивации. Словно таблетка духовного источника. Или таблетка младенческой души, которую он собирался усовершенствовать. Но эти таблетки были очень сильными, и основным ингредиентом были редкие эликсиры. Их нельзя было купить, просто заплатив деньги. Даже если их можно было купить, то наладить массовое производство было невозможно. Эти таблетки было невозможно производить массово. Естественно, для продажи в магазинах они не подходили. Таблетки очищения ЦИ были другими. Хотя их основным ингредиентом был редкий материал, однако его можно было заполучить, поэтому они могли быть массовыми. С точки зрения бизнеса таблетка очищения ЦИ стоила больше, чем таблетка духовного источника или таблетка младенческого фрукта. Торговое чудо усовершенствовало метод создания таблеток, но мы пока не нашли подходящий канал поставки. Чутянь сделал паузу. Тянчэнь Коммерс – одна из лучших компаний страны Южного Лета. Я считаю, у вас есть возможность предоставить сырье. Сердце Цзиньсина замерло. «Ты думаешь?» – Чутянь кивнул. «Давайте работать вместе». Это определенно было хорошей возможностью. Это искреннее желание Чутяня. Он только что отнял их имущество, а затем отравил их обоих. Они не могли ослушаться Чутяня, и если он прикажет предоставить материалы, то они должны будут выполнить его приказ. Подпишем еще одно соглашение. В голосе Чутяня слышалось нечто странное. С сегодняшнего дня Тянчэнь Коммерс станет поставщиком торгового чуда, а Тянчэнь Коммерс сможет наслаждаться исследованиями торгового чуда.
Разбогатеют все, чем больше сырья предоставит Tianquan Commerce. Тем больше таблеток создаст торговое чудо. Чем больше таблеток создаст торговое чудо, тем больше прибыли будет у Tianquan Commerce. Цзиньсину это казалось невероятным. Ты серьезно? Чутянь небрежно сказал: я не отказываюсь от своих слов. В отличие от вас. Несколько секунд Цзиньсин тщательно все обдумывал. Он должен был согласиться, даже если не хотел. Разве не отдал свою жизнь в руки врагу? Ощутив давящую беспомощность, Цзиньсин наконец кивнул. Хорошо, я согласен представлять Tianquan Commerce и стать поставщиком торгового чуда. Обе стороны подписали договор о поставке. Чутянь, подтверждая свои слова, не пытался обмануть Tianquan Commerce. Он не только согласился на оптовую цену, но и позволил обеим сторонам получать дивиденды от прибыли. Настроение Цзиньсина немного улучшилось. Если сотрудничество пройдет гладко, возможно, он сможет исправить свои ошибки. Чутянь продолжил: торговому чуду нужно большое количество демонических насекомых, но еще мне нужно купить много травы адского пламени и множество электромагнитных кристаллов. Мэн Циньву была ошарашена. Что за лекарство принимал Чутянь? Демонические насекомые были основным ингредиентом таблетки очищения ци, поэтому этот материал был важен для торгового чуда, и им нужно было как можно больше. Но зачем нужны были трава адского пламени и электромагнитные кристаллы? Трава адского пламени. Электромагнитный кристалл. Выражение Цзиньсина было неловким. Это редкие вещи, поэтому их цена достаточно высока. У нас есть не так много, я плачу тебе деньги. Ты продаешь мне товар. Понимаешь? Понимаю. Чутяню нужно было культивировать призрачное пламя ада, чтобы развить искусство пламенного адского меча. Трава адского пламени была самым подходящим материалом, но стоила намного дороже лунной травы. Что касается электромагнитного кристалла, то его, вероятно, часто использовали. У Чутяня не было денег, чтобы внести депозит, но он все равно не собирался платить. Вы получаете деньги после доставки. В одной руке деньги, в другой товар. Лицо Цзиньсина сморщилось, словно горькая дыня. Ты даже не внесешь депозит, если торговое чудо их обманет, они не получат даже медной монеты. Но что они могли сделать? Могли Цзиньсин попросить Чутяня внести депозит. Это будет смерти подобно, обе стороны чего-то добились, и на этом все закончилось. Счастливые переговоры подошли к концу. Побежденная армия Tianquan Commerce поплелась обратно, поддерживая друг друга. Все были охвачены унынием. Мэн Циньву смотрела, как они уходят, и не смогла сдержать улыбки. Ты действительно слишком злой. Чутяню было все равно, он искривил губы. С такими людьми можно справиться только так, но мне любопытно. Глаза Мэн Циньву цвета осенней воды застыли. Ты ведь можешь контролировать их с помощью яда, почему мы должны сотрудничать с ними честно? Юная мисс, я человек добродетели. Я использовал яд только потому, что остальное не помогло бы. Ты должна знать, что это тяжело отражается на моей совести. Эй! Не лукав. Эх. Нельзя постоянно вымогать у них сделки. Поэтому я решил подсластить пилюлю, чтобы обеспечить нам долгосрочного поставщика. Это не поражение для нас, им нужно было дать это преимущество. Иначе как можно было ожидать, что они выполнят приказ Чутяня правильно? Они знали, что если Чутянь собрался обмануть их, то все равно получит траву адского пламени, которая у них была. Чутянь потребовал траву адского пламени, чтобы культивировать призрачное пламя ада, иначе ему пришлось бы забыть про искусство пламенного адского меча. Это будет для него очень большой потерей, Чутянь добавил. Что касается яда, разрушающего сердце, то это всего лишь страховка. В центральном государстве нет никого, кто мог бы нейтрализовать этот яд. Пока яд находится в их телах, они не могут пойти против нас. В глазах Мэн Циньву мелькнуло нечто странное. Использовать доброту и жестокость, вознаграждение и наказание. У Чутяня был дикий характер, но его разум всегда оставался спокойным. Его взгляд всегда был ясным. Иногда он был невероятно жестоким, но он мог быть и невероятно щедрым. У него всегда были принципы. Противоречиво, очень противоречиво, что он за человек. Мэн Циньву обнаружила, что ей становится все труднее понимать Чутяня. «Юная мисс, незачем смотреть на меня, хоть я и очень красив». Изящное лицо Мэн Циньву искривилось. «Хватит себе льстить». Чутянь рассмеялся. «Пойдем, осмотрим наши новые территории». На бронзовом экипаже они подъехали к котловану с лунной травой. Котлован был очень большим, и там можно было вырастить много лунной травы, но там было всего несколько участков, которые располагались в центре. Метеор был не очень большим, и необходимого материала было не так уж и много. Котлован мог поддерживать культивацию лишь нескольких человек. Трудно сказать, смогут ли они добраться до уровня бриллиантового тела, но, несмотря ни на что, в ближайшие несколько месяцев им не придется беспокоиться о ресурсах. Отлично.
Отлично. Дважды повторил Чутянь. Лунная трава хранилась на складе. Внутри было больше 500 тысяч порций лунной травы. Учитывая нынешнюю оптовую цену, все это стоило 5 миллионов золотых монет. Кроме того, в котловане росло 2-3 миллиона порций. Этого было достаточно даже для того, чтобы создать прочный фундамент, что уж говорить о культивации. Лунная трава и в будущем называлась лунной травой. Она была невероятным материалом для закалки тела, но цена была в 10 тысяч раз выше текущей. Кто, кроме сильнейших семей континента, мог владеть целым котлованом, представить последствия было невозможно. Даже если у человека не было врожденного таланта, он мог бы его приобрести. Чутянь понял, что стал на шаг ближе к заветной мечте. Мэн Циньву сказала: «Ты достаточно увидел. Давай вернемся. Почему ты торопишься?» Загадочно улыбнулся Чутянь. На этот раз мы получили 2 сокровища, и котлован с лунной травой — лишь один из них. Мэн Циньву пыталась понять, к чему он клонит. Черные брови нахмурились, и она сказала: «Другое это. Камень скрытого звука». Чутянь улыбнулся. Юная мисс действительно умна. Что бы Чутянь ни делал, у него всегда была на то причина. Мэн Циньву переполняли подозрения. Чутянь захотел получить не только котлован с лунной травой, но и шахты камня скрытого звука. Шахта была огромной, а вот камень скрытого звука не был ценным ресурсом. Чутянь не был жадным человеком, но он решил присвоить шахту. В этом должен быть более глубокий смысл. У камня скрытого звука есть другое применение. Чутянь привел Мэн Циньву к шахте. Это была очень крупная шахта с открытым карьером. Рядом располагались несколько складов, заполненные камнями скрытого звука. На самом деле Мэн Циньву увидела этот странный материал впервые. На ощупь камень скрытого звука был очень странным. Он походил на камень и нефрит, но в то же время это было не так. Он был очень гладким. Чутянь взял камень величиной с кулак и достал из складок одежды перо из красного хрусталя. Через несколько секунд он написал простой массив 1-го уровня. «Что ты делаешь?» Чутянь вложил этот камень в руку Мэн Циньву. «Сначала активируй его, а потом попробуй в него что-нибудь сказать». Высвободив духовную энергию, Мэн Циньву влила ее в массив, а затем мягко сказала: «Эй! Эй!» Громко раздалось на складе. «Ах!» Испугавшись, Мэн Циньву уронила камень скрытого звука. Шутка чуть и не удалась, он радостно смеялся. Мэн Циньву потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Сердито взглянув на Чутяня, она сказала: «Ты что делаешь?» Этот массив усиливает звук, а для должного эффекта он должен взаимодействовать с материалом. Чутянь поднял камень скрытого звука и заговорил в него. Его голос стал в 10 раз громче. Это было похоже на рев гигантского зверя. «Ну и как?» «Очень потрясает». Мэн Циньву не могла не кивнуть. Никогда не думала, что человеческий голос может быть таким громким. Чутянь сказал: «Камень скрытого звука — очень странный материал. Он может автоматически поглощать звуковую волну, может ее высвобождать, поэтому из него часто исходят странные звуки. Такое усиление — лишь одно из основных применений камня скрытого звука. Его ценность намного выше, чем кажется, поглощает звуковую волну, высвобождает звуковую волну, хранит звуковую волну. Для чего это можно использовать?» Чутянь прервал мысли Мэн Циньву. «От этого материала будет польза, загрузим его в экипаж». Мы возвращаемся в город, а они погрузили в экипаж несколько ящиков с камнями скрытого звука. 18 людей в черных мантиях несли несколько ящиков с лунной травой и камнями скрытого звука. Загрузив все, Чутянь и Мэн Циньву направили экипаж обратно к городу. Глава 97. Гнев молодого мастера Небесного Волка. Небо скрылось в сумерках. Солнечный диск медленно опускался, воздух был наполнен травяным ароматом. Пустынный пейзаж был безлюден. У Цзин Сина и Цзин Хао были избитые лица, а участь стражников была ужасной. Если у них не были сломаны руки, то были сломаны ноги. Они могли лишь поддерживать друг друга, возвращаясь домой, словно побежденная армия. Цзин Син остановился и обернулся. «Слушайте, если президент узнает, что мы продали ресурсы по низкой цене, мы, безусловно, будем нести ответственность. Если наказание будет легким, наши семьи получат штраф. Если оно будет тяжелым, то мы не сможем спасти наши жизни. Вы должны знать об этом». Цзин Хао тяжело вздохнул. На лицах стражников показалась обречённость. Цзин Син и Цзин Хао были братом и внуком президента, соответственно, они в лучшем случае должны будут выплатить крупный штраф и останутся в живых. Стражники же были унижены. Этого было достаточно, чтобы приговорить их к смерти. Цзин Син сказал, испытывая смешанные чувства:
Это можно считать серьезным испытанием для нас, но я считаю, что если мы будем работать вместе, то определенно компенсируем это. Цзин Хао уныло сказал: все уже сделано, как мы можем это исправить? Ты хочешь сразиться с Чу Тянем и все решить? У всех на лицах показалось изумление. Что за чушь, кто согласится встретиться с этим дьяволом снова? Они хотели скрыться от него. Цзин Син подумал: мы продали котлован лунной травы и шахту камня скрытого звука за 5-6 миллионов золотых монет. Это непростительно. Есть только один способ все решить — скрыть это. Скрыть? Как это можно скрыть? Как? Хотя шахта камня скрытого звука велика, она почти ничего не дает. Мы никогда не сообщали об этом, и президент не знает, что продали шахты. Цзин Син напрягал мозг, думая, как избежать наказания. Что касается котлована лунной травы, то первоначальная цена составляла 30 миллионов золотых монет, но мы продали его за 5-6 миллионов. Потеря слишком велика, поэтому мы можем думать лишь об одном — как заработать деньги. Все изумленно смотрели. Они хорошо понимали слова Цзин Сина. Поскольку денег не хватало, им нужно компенсировать это, чтобы подбодрить всех. Цзин Син сказал, стиснув зубы: я вложу свои личные сбережения, 10 миллионов золотых монет. Это мой предел, оставшуюся сумму должны вложить остальные. Цзин Хао тоже боялся наказания. Несмотря на то, что его наказание было бы несерьезным, это сильно повлияет на его будущее. Поэтому он мог лишь откупиться деньгами. Я отдам все свои деньги, около 5 миллионов золотых монет. Цзин Ху сказал: я дам миллион. Я дам 200 тысяч. Я дам 100 тысяч. Сотни человек собрали деньги и собрали в общей сложности 18 миллионов. Если добавить 5-6 миллионов Чутеня, то общая сумма составляла 24 миллиона золотых монет. Двое человек были тронуты до слез. Большое спасибо, братья. Если мы добьемся успеха, то не забудем вас. Не нужно ничего говорить, вице-президент. Мы должны были это сделать. Они согласились работать вместе. Собрав достаточное количество золотых монет, они отправились в центральный город. Цзин Син и Цзин Хао не верили Чутяню. Выгода, о которой он говорил, казалась невозможной. Как только президент Тянчэнь Коммерс, Цзин Тянмин, узнал об их возвращении, он быстро выбежал, чтобы поприветствовать их. Цзин Тянмин был президентом Тянчэнь Коммерс и самым авторитетным членом семьи Цзин. Он управлял компанией семьи Цзин, которая была второй великой семьей центрального государства. Цзин Син и Цзин Хао только что покинули центральное государство и отправились на переговоры. Цзин Тянмин получил известие из города Южного неба. Он узнал, что Чутянь обезглавил старейшину семьи, разобрался больше, чем с 20 старейшинами семей Чуи, и это вызвало переполох в центральном городе. Торговое чудо оказалось сильнее, чем все думали. Это была пороховая бочка, и если Цзин Син и Цзин Хао случайно воспламенят эту бочку, они не смогут спасти свои жизни. Цзин Тянмин беспокоился больше 2 дней. Больше всего он боялся, что эти двое оскорбят Чутяня, а затем погибнут от его руки прямо в городе скрытого звука. И если Чутянь осмелился убить старейшин 3 семей, то на них ему тем более будет наплевать. Кто мог подумать, что Цзин Син и Цзин Хао вдруг вернутся? Увидев их избитые лица, Цзин Тянмин удивленно спросил: как вы получили эти раны? Это. По пути мы встретили бандитов, и во время боевых действий немного пострадали. Не стоит беспокоиться об этом. Цзин Син, не дожидаясь ответа Цзин Тянмина, немедленно вытащил духовные камни и золотую карту. Пока мы вели переговоры с торговым чудом, мы обнаружили, что они намного сильнее, чем мы себе представляли. Так что мы временно отказались от своих планов и продали котлован с лунной травой. Цзин Тянмин тяжело вздохнул. Хорошо, что вы сообразительны, иначе это закончилось бы плохо. Котлован лунной травы не дает Тянчэнь Коммерс особых преимуществ, так что его продажа не имеет значения. По какой цене вы его продали? Цзин Хао ответил: за 24 миллиона золотых монет. От такого опасного человека сложно получить подобную сумму. Должно быть, вам было тяжело. Цзин Тянмин был немного удивлен. Помните, что отныне вы не должны контактировать ни с кем из торгового чуда. Это самоубийство. Цзин Син спросил: почему? Вы еще не знаете. Цзин Тянмин пересказал им свежие новости центрального государства. Чутянь, сумасшедший, он даже осмелился убить людей из 4 великих семей. Прямо сейчас с ним враждуют 3 семьи. От такого человека лучше держаться подальше. Сумасшедший, невероятно жестокий, опасный человек. Почему ты не сказал этого раньше? Цзин Сину и Цзин Хао оставалось лишь зарыдать. Если бы они знали, что Чутянь посмел убить даже старейшин 3 великих семей, разве они стали бы хитрить, а они считали, что пострадали несправедливо? Вам обоим нужно отдохнуть. Есть. Цзин Син и Цзин Хао собрались уходить.
В это время небо разорвал протяжный крик. Небо покрыла дикая и мощная аура. Ваза в комнате не переставала дрожать. Это было похоже на землетрясение. Цзин Син удивленно сказал: «Такая мощь. Что происходит?» Это давление, Цзин Тяньмин словно думал о чем-то. Это молодой мастер Небесного Волка. Цзин Хао быстро спросил: разве он сейчас не должен исследовать руины вместе с семьей? Почему он так быстро вернулся? В небе центрального государства пролетела несравненно большая золотая птица. Она была похожа на золотую скалу, сияющую ослепительным светом. Казалось, каждое перо было наполнено мощью. Никаких сомнений, молодой мастер действительно вернулся. Цзин Тяньмин внезапно осознал: события в городе Южного Неба, наверное, вызвали ярость семьи поэтому они призвали молодого мастера. Он вернулся раньше, чтобы разобраться с Чутянем из города Южного Неба. Все кончено. Цзин Син и Цзин Хао были в отчаянии. Они едва не рухнули на пол. Если молодой мастер отправился в город Южного Неба, то у Чутяня нет шансов выжить. Это был один из 4 молодых мастеров. Невероятно устрашающий и невероятно могущественный. Его боялись сильнейшие люди страны. Если Чутяня убьют, смогут ли они выжить? На этот раз они точно умрут. Штаб-квартира наемников семьи Несколько тысяч вооруженных наемников стояли на коленях. Их лица были полны благоговения, словно перед ними находился сам король. Мужчина средних лет стоял, но он склонил голову и сложил руки в жесте уважения. В небе летела золотая птица. Показалась человеческая фигура. Словно невесомая, она медленно опустилась и приземлилась прямо в центре. Это был юноша, похожий на чудовище. Его тело окружала благородная аура, а глаза переполнял свет. Если кто-то встречался с ним взглядом, то мгновенно падал в обморок. Его аура была такой мощной. Это был молодой мастер Небесного Волка, 4-й уровень пробужденной души, ужасающий сверхталант с ужасающей боевой силой. Он был известным экспертом центрального государства. Несколько тысяч наемников не решались поднять головы. Свет избранного был слишком ярким, они боялись, что он выжжет им разум. Мужчина средних лет со склоненной головой вышел вперед. «Приветствую вас, молодой мастер». Взгляд молодого мастера был холоден. «Где эти отбросы?» 7 членов семьи в страхе задрожали. Именно их Чутянь покалечил в городе Южного Неба. Прежде старейшины семьи уважали их, но теперь, став калеками, они не могли вернуться в прежнее состояние, и силы, потраченные на них, ушли впустую. «Молодой мастер, пожалуйста, отомстите за нас». Этот сопляк Чутян слишком заносчив. Они умоляли, хотя были объяты ужасом. «Я убью этого человека». Демонический взгляд молодого мастера прошелся по 7 людям и кровожадно сказал: «А что касается вас, отбросы, молодой мастер?» «Нет». Поняв что-то, 7 человек попытались скрыться. Слишком быстро фигура молодого мастера вспыхнула и прошла сквозь тело 7 человек, словно тень. 7 тел одновременно взорвались, превратившись в цветы из кровавой плоти. Те, кто позорит нашу семью, должны умереть. Безжалостно и бессердечно. Это были родственники молодого мастера. Но он не постеснялся убить их. Облизнув окровавленные руки, молодой мастер Небесного Волка испустил кровожадный взгляд. Мужчина средних лет даже не взглянул на трупы, словно ждал именно этого результата. Он почтительно, вполголоса сказал молодому мастеру: «Молодой мастер, согласно нашей информации, мэр города Южного Неба, Наньгун, уже отправил семье Наньгун запрос о помощи. Сейчас старейшина семьи Наньгун направляется к нему. Старейшина семьи Наньгун? Когда именно?» Он только что прибыл в центральное государство, самый обычный брошенный отпрыск семьи Чу. Чу Синхэ столько лет подавлял меня, а теперь этот бастард посмел оскорбить семью. Семья Наньгун, защищающая его, бесполезна. Фигура молодого мастера исчезла. Взлетев, как стрела, он оседлал гигантскую золотую птицу. Гигантская птица ощутила ярость хозяина. Свирепо взмахнул крыльями, она понеслась в сторону города Южного Неба. «Чутянь, пришло твое время умирать». Гигантская птица уже покинула центральный город, но рев молодого мастера все еще отдавался в небе эхом. Это заставило людей ощутить страх и опасение. Этот юноша был слишком пугающим. Как небольшая компания города Южного Неба могла выдержать его гнев? Через 2 дня Чутянь покинет этот мир. Глава 98. Громкоговоритель. В это время, как центральный город был охвачен переполохом, в городе Южного Неба тоже произошло кое-что серьезное.
Мэн Циньву лично провела пресс-конференцию, объявив, что магазин лекарств Южного облака и магазин талисманов Южного облака официально открыты. Прежний магазин талисманов в городе Южного неба оказался хорошим фундаментом. Теперь, после месяца без работы, внутри окончательно устранили все ядовитые испарения. Быстрый взлет торгового чуда придал городу Южного неба совершенно новый облик, условия были идеальными. Компания Южного облака снова поднимется в глазах граждан. Мэн Циньву разделила свое войско на две группы. Одна отвечала за проведение пресс-конференции и работу с крупными медиакомпаниями города Южного неба. Другая группа отвечала за рекламу магазина по всему городу. На площади Южного неба 20 сотрудников компании Южного облака выстроились в аккуратную линию. Они были одеты в одну и ту же униформу и выглядели весьма привлекательно, что сразу привлекало внимание. Разве это не сотрудники компании Южного неба? Открытие магазина компании Южного неба должно пройти гладко. Зачем они пришли сюда? Смотри скорее, что за огромные цветы они несут. Все проницательные люди были удивлены. Служащие компании Южного облака выстроились парами. У одного на плече лежала гигантская трубка, расширяющаяся, словно цветок, а человек, стоявший позади него, говорил прямо в круглое отверстие трубки. Вдруг они заговорили. Хорошие новости. Хорошие новости. Компания Южного облака официально начинает вести бизнес. Скидка на любые обычные товары 20%. Если сумма вашей покупки превышает 10 золотых монет, вы получаете бесплатную бутылку с лекарством от травм легких в подарок. Представляем наши новейшие продукты: таблетки очищения ЦИ и талисман каменной кожи. Их отрывают с руками. Если сейчас вы подадите заявку на членство в торговом чуде, то сможете получить еще больше льгот. Безусловно, покупать значит выигрывать. Ужасающие звуковые волны походили на разрушительный океанский прилив. Они мощно пронеслись по площади, словно рев древнего исполинского зверя. Это мгновенно наполнило сердце каждого испугом. Слишком внезапно, словно удар молнии, люди не были готовы и едва не упали в обморок от страха. Этот звук был слишком громким, люди не могли добиться этого, он ничуть не уступал реву демонического зверя. Его можно было четко расслышать даже на расстоянии 2 ли. Он был сильным и отчетливым. Что это было? Люди не могли добиться такого звука. Должно быть, это как-то было связано с сотрудниками компании Южного облака. Эта вещь была звуковой пушкой. Один сотрудник шагал вперед, а второй выкрикивал рекламу. Обойдя круг по площади, они вышли на улицы, шокируя всех, кто проходил мимо. Отойдя от испуга, люди наконец пришли в себя. Торговое чудо создало невероятное изобретение. Эта гигантская трубка была громкоговорителем. Она могла усиливать голос человека в 10 раз или, может быть, даже в 100. Рекламная кампания в городе Южного камня была лишь частью целого. Мэн Циньву отправила на это задание больше 300 человек, так что им досталось около 150 труб. Сейчас они курсировали по улицам города Южного неба, делая его еще оживленнее. Это было беспрецедентным для текущей эпохи. Хотя метод казался грубым, это не могло не вызвать у людей эмоции. Это привлекало внимание людей. Благодаря такой рекламе они добились мгновенных результатов. Как только оба магазина компании Южного облака открылись, вся улица заполнилась людьми, переполненными ожиданием. Толпа тут же создала серьезный затор. Каждый лично хотел увидеть, как эта предприимчивая компания снова может всех шокировать. Лекарственные эликсиры и талисманы оказались продуктами, которые внезапно принесли огромную прибыль. Особенно те, что производились по особому рецепту. Самым невероятным продуктом в магазине лекарств Южного облака были таблетки очищения ЦИ. Их количество было ограничено, и в первый день продавалось лишь 50 штук, а каждая из них стоила 5000 золотых монет. Особым товаром в магазине талисманов Южного облака был талисман каменной кожи. В продажу поступило всего 5000, и каждый из них стоил 20 золотых монет. Эти два товара были ведущими товарами компании Южного облака. Не говоря уже о том, что даже если бы таблетки очищения ЦИ стоили 10 тысяч золотых монет, то крупные семьи центрального государства все равно бросились бы покупать их. Однако, учитывая уровень дохода в городе Южного неба и рекламную акцию, Мэн Циньву решила немного снизить цену. Она разрешила каждой семье или отряду приобретать один товар, но не больше. Талисман каменной кожи был новым защитным талисманом. Он позволял культиваторам совершенного тела превратить верхний слой кожи и мышц в камень. Такую кожу не могло поранить даже лезвие. Это был спасательный круг для наемников и искателей приключений. Как только эти товары поступили в продажу, их раскупили сразу же. Не осталось ни одного. Тот, кто не успел, мог лишь гневно топать ногами. Спустя ночь город Южного неба снова погряз в хаосе. За одну ночь оба магазина пополнили запасы.
Они злорадно откусили кусок большого пирога, чем удивили многих. Заголовки кричали о подавляющей мощи торгового чуда. Людям оставалось лишь вздыхать. Чутянь никогда не любил суету. Благодаря Мэн Цинь-Ву Чутянь мог не беспокоиться. Он мог быть лишь помощником в лавке. Поэтому больше 2 дней он пробыл у себя в комнате, полностью сосредоточившись на изучении камня скрытого звука. Эпоха, в которой жил Чутянь, уже не застала камня скрытого звука, его редко использовали на континенте. Но в эту эпоху камень, когда-то изменивший судьбу континента, пользовался популярностью. При помощи камня скрытого звука создавали множество вещей. Но нынешние производственные технологии были слишком слабыми, поэтому Чутянь ничего не мог сделать с камнем, лежащим перед ним. Он мог лишь медленно, вдумчиво исследовать этот предмет, постепенно создавая невероятные изобретения. Например, громкоговоритель компании Южного облака. На самом деле строение громкоговорителя было очень простым. На камне был вырезан энергетический массив, а затем к нему добавляли источник энергии. Так что обычный человек мог звучать так же громко, как и ревущий демон. Это было самым простым вариантом использования камня. Однако, как только громкоговоритель обретет популярность, он привнесет в жизнь континента массу удобства. Структура этого механизма была простой, и ее можно было производить массово. Он считал, что в скором времени многие правительства, крупные объединения, военные и прочие группы влияния захотят пользоваться громкоговорителями. Строение громкоговорителя было слишком простым, и понять его было несложно. Чутяню было все равно, так что он интересовался камнем скрытого звука не из-за того, что он был материалом для громкоговорителя. Его подгонял скрытый потенциал камня. Чутянь. Чутянь. Мы подсчитали продажи. Мэн Цинь-Ву принесла длинный список. Даже она, обычно спокойная, не могла в этот момент не радоваться. Ей трудно было подавить волнение. Мэн Цинь-Ву взволнованно сказала: таблетки очищения ЦИ и талисманы каменной кожи распроданы. Лишь эти 2 товара принесли прибыль в размере 350 тысяч золотых монет. Если прибавить к этому остальные проданные лекарства и талисманы, общая сумма дохода за вчерашний день составит 450 тысяч золотых монет. 450 тысяч золотых монет всего за один день недавно открытая компания Южного облака переродилась. Эта прибыль равнялась их прибыли за последний квартал. Самым важным было то, что чистая прибыль была достаточно высокой, чтобы напугать кого-нибудь до смерти, например, таблетка очищения ЦИ. Расходы на материалы составили всего несколько сотен золотых монет, но цена достигала 5000 золотых монет, и все таблетки были распроданы. Было отмечено, что некоторые семьи и компании центрального государства платили 10-20 тысяч золотых монет всего лишь за одну таблетку очищения ЦИ. Чистая прибыль была слишком высокой, талисманы тоже пользовались популярностью. Обычные талисманы 1-го уровня продавались за несколько серебряных монет, но компания Южного облака продавала их за 20 золотых монет. Цена была завышена в 10 раз, но товар все же был популярен, потому что он был редким. Ты хорошо поработала. Дополнительный источник дохода укрепит нашу силу. Чутян был очень доволен, помня, что нужно поделиться прибылью с Сюн Тян Яном и Чжан Лицином. Именно они привезли ресурсы гильдии алхимии и гильдии символов, чтобы помочь нам. Мы должны отплатить им должным образом. Чутянь мог и не говорить этого. Мэн Цинь-Ву уже знала, что делать. Торговое чудо не скупилось на награды для тех, кто помогал им. Несколько секунд поколебавшись, Мэн Цинь-Ву сказала: магазины лекарств и талисманов очень популярны, люди даже выстраиваются в очередь и ждут по 2 часа. Если они и дальше будут такими популярными, мы сможем объединить их, а затем, добавив дополнительные товары, создать торговый центр. Если у тебя есть идеи, то воплощай их. Я лишь поддержу тебя. Чутянь ничего не спросил, но уже демонстрировал решительную поддержку. Он доверял Мэн Цинь-Ву, и это немного тронуло ее. У меня хорошие новости. Мэн Цинь-Ву на миг замолчала. Материалы, которые были тебе нужны, куплены в самом деле. Увидев счастливое лицо Чутяня, Мэн Цинь-Ву поняла, что эта новость обрадовала его гораздо сильнее, чем успехи компании Южного облака. Для Чутяня сила была важнее богатства. Материалы были тем, что помогало его культивации. Материалы собраны. Пришло время усовершенствовать таблетку младенческой души. Чутянь не хотел ждать. Он готов был немедленно уйти. Вдруг в соседнем дворе возникло давление, словно какая-то сила готовилась к пробуждению. Они почувствовали ее одновременно и, глядя друг на друга, улыбнулись. Они видели в глазах друг друга непонимание и приятное удивление. Никакой ошибки, это аура новорожденного духовного источника.
Это было очень счастливое событие. Сегодня был крайне хороший день. Всем троим улыбнулся успех. Ин неделю провела в затворничестве и, наконец, сформировала духовный источник, официально достигнув 9 уровня совершенного тела. Пойдем. Надо увидеть Ин. Мэн Циньву отложила все дела, и оба бросились во двор Мэн Ин, чтобы увидеть все своими глазами. Глава 99. Духовный источник. Зеркало. Мэн Ин была несколько тощей, но ее глаза, прозрачные, как вода, делали ее еще красивее. Ее нежную белоснежную кожу покрывал слой звездного света, который спускал загадочную атмосферу. Чистая, безупречная, незапятнанная. Старшая сестра напоминала бессмертную фею, существо не из этого мира. Младшая сестра походила на беззаботного лесного эльфа, незапятнанного земляной пылью. Обе были привлекательны и изысканы. «Эй, куда ты смотришь?» Мэн Ин увидела нехороший взгляд Чутеня, и ее щеки вспыхнули. У нее был свирепый вид, а она угрожающе сказала: «На что ты смотришь?» «Мои глаза здесь». «Какая свирепость, наверняка у тебя сердце испорченной женщины». Чувственный взгляд Чутеня был таким, будто его предали. «Ты просто что-то». Мэн Цин не обратила внимания на неуместное поведение Чутеня. Сейчас ее больше беспокоило состояние ее младшей сестры. «Ин, какой у тебя духовный источник?» Духовный источник культиватора определял его потенциал и талант, духовный источник определял степень будущей силы культиватора. Если духовный источник оказывался слабым, культиватору оставалась лишь ограниченная жизнь. Мэн Цин пробудила небесную книгу. Это был невероятно редкий духовный источник, но Мэн Цин не обрела подходящую технику культивации, поэтому ей не суждено было стать боевым экспертом. Тело могло измениться, ум мог измениться. Не могла измениться душа. Каким был духовный источник Мэн Ин? Это определяло ее будущие достижения, и Мэн Цин не могла не волноваться. Я не знаю, как это объяснить, так что просто взгляните сами. Красивое лицо Мэн Ин слегка наморщилось, и она сложила руки. Она начала собирать свою духовную энергию, и крохотные частицы духовной энергии, пылая, выходили из ее тела и наполняли воздух. Затем они превратились в размытое зеркало. Это было зеркало без рам, с кристально чистой поверхностью. Казалось, что оно покрыто ртутью, и это выглядело немного странно. У старшей сестры духовным источником была книга. У младшей сестры — зеркало. Почему у обеих сестер были такие странные духовные источники, Мэн Цин быстро спросила: «Ты ощущаешь изменения? Какие атаки может отражать этот духовный источник?» «Нет, я не ощущаю в своем теле никакой силы». Мэн Ин с тревогой посмотрела на нее, вздохнула и сказала: «Наверное, это бесполезный духовный источник». Сердце Мэн Цин замерло. Духовный источник младшей сестры оказался бесполезным. Она посмотрела на Чутеня, словно прося у него помощи. Она могла надеяться лишь на то, что Чутянь сможет что-то изменить. Чутянь слабо улыбнулся. Нет такого понятия, как бесполезный духовный источник. Каждый духовный источник ценен, мы должны лишь понять, как применять его. Светлые глаза Мэн Ин засверкали. Опустив голову, она поджала губы и сказала: «Ты ведь говоришь это не для того, чтобы успокоить меня. На самом деле тебе не нужно этого делать. Я довольна теми достижениями, которые уже есть эта девчонка». Почему она такая неуверенная? Чутянь несколько минут изучал это зеркало. Внезапно он понял нечто важное, и его глаза засветились. «Ин, я собираюсь показать тебе ряд кулачных приемов. Смотри внимательно и запоминай столько, сколько можешь». Сестры сильно удивились. Все в порядке, зачем обучать ее кулачным приемам? Чутянь подошел к зеркалу, и в нем появилось расплывчатое отражение Чутеня. Чутянь начал накапливать ци, намеренно проходя полный цикл. Вдруг он кинулся вперед, а его правый кулак выстрелил, словно метеор. Небесный кулак, взрыв пробил воздух, заставив крошечное дерево накрениться сначала вперед, а потом назад. Чутянь медленно ослабил свою духовную энергию. «Что ж, сколько ты запомнила?» «Ты даже ничего не сказал». Мэн Цин не понимала, что происходит. Разве изучение боевых искусств не требует сердечных заклинаний, духовной энергии, методов обучения? Если бы обучить можно было одним движением, в мире не было бы ни одного боевого искусства. Мэн Ин закрыла глаза и на несколько минут задумалась. Вдруг она подскочила, словно кролик, и прыгнула в центр двора. Ее кулаки зашевелились. Первая попытка выглядела странно, но последующие две стали более аккуратными. Она делала все почти так же, как Чутянь, и вдруг ее кулак вырвался вперед. Поднялся ветер. Она запомнила 60-70%, Чутянь удовлетворенно кивнул. Небесный кулак был основой боевых искусств будущего.
Это была очень глубокая техника, изучить ее было нелегко. Это боевое искусство можно было использовать даже со слабым культивационным фундаментом. Чем сильнее был фундамент, тем сильнее был кулак. Мэн Цин-У была ошеломлена. Мэн Ин не была гением, она была даже несколько глуповатой. Как она смогла понять все с первого взгляда? Практическая техника и высвобождение энергии были неподражаемыми, личико Мэн Ин покраснело, и ее выражение стало счастливым. «Я выучила это». «Пока недостаточно». Покачал голову Чу Тянь. «Я обучу тебя пальцу алмазного лезвия. У этой боевой техники неплохая мощь. Если ты сможешь выучить ее, то легко одолеешь любого врага на близком расстоянии. Также ее можно использовать, чтобы запечатывать силы других людей и брать их в плен. Смотри внимательно, Чу Тянь продемонстрировал палец алмазного лезвия. Эта техника оказалась намного сложнее небесного кулака. Насколько сложна акупунктура человеческого тела? Различные формы жизни, различные расы, у каждой была своя акупунктура. Тайна этого метода заключалась в том, что не нужно было попадать в особые точки. Попадая в меридианы, энергия автоматически отправлялась в особые точки. Мэн Цин увидел полный набор боевых приемов, ее голова шла кругом. Она не могла вспомнить ни единого движения. Чу Тянь махнул рукой. «Теперь ты». «Хорошо». Мэн Ин начала действовать. Сначала ей ничего не было знакомо, однако после 4-5 попыток она сражалась почти так же, как Чу Тянь. Сила духовного источника Ин — это подражание. Верно, подражание. Поскольку она слаба, она может лишь имитировать основные боевые техники. По мере укрепления сил будут расти ее имитационные способности. У этого духовного источника большой потенциал. Мэн Ин удивленно спросила: «Правда?» У зеркала особая характеристика. Оно становится сильнее, когда встречает сильных людей, и слабеет, встречая слабых людей. Чу Тянь самовлюбленно вздохнул. «Тебе очень повезло. Пока рядом с тобой такой несравненный и опытный профессионал, как я, у тебя не будет никаких трудностей». Сердце Мэн Ин переполнялось счастьем. Это было слишком невероятно. Но она все же сказала: «Как самовлюбленно». Мэн Цин-У с любопытством спросила: «Она может копировать не только боевые техники?» «Конечно», — сказал он Мэн Цин-У. «Активируй свой духовный источник». Мэн Цин-У высвободила небесную книгу. Мэн Ин высвободила зеркало. 1 секунда, 2 секунды, 3 секунды. Прошло 10 секунд. Мэн Цин-У погасила свой духовный источник. К их удивлению, в зеркале сохранилось отражение небесной книги. Более того, зеркало растеклось ртутью и превратилось в книгу. Мэн Цин-У была шокирована, а оно может имитировать даже духовные источники. Если это так, то это невероятно пугающе. Невозможно имитировать духовный источник полностью. Это лишь временный процесс. Зеркало может имитировать способности, но, в конце концов, это чужие способности. Зеркало может воспроизвести лишь часть способностей, но не потенциал. Чу Тянь провел эксперимент и дал ей несколько книг. Мэн Ин получила хорошую память, но не могла сравниться с Мэн Цин-У. К тому же, Мэн Ин могла имитировать лишь самые элементарные способности, а она не могла справиться с глубокой памятью небесной книги. Мэн Цин-У сияла от радости. Как здорово! Книги, которые я раньше читала за 6 часов, теперь отнимают лишь 10 минут. Более того, я могу запомнить каждое слово. Теперь попробуй со мной. Чу Тянь освободил демонический меч. Эй, я изучу и твои навыки. Мэн Ин была полна уверенности. Она тут же призвала зеркало. 1 секунда, 2, 3. Мэн Ин изо всех сил пыталась скопировать духовный источник. Чем сильнее она пыталась, тем больше наваливалась усталость. Ах! Примерно через 8 секунд Мэн Ин вдруг вскрикнула, и зеркало раскололось. Скопированный меч тоже исчез. Мэн Ин покачнулась и упала на пол. «С тобой все в порядке?» У меня кружится голова. Кажется, не всякий духовный источник можно было имитировать. У зеркала был предел. Когда оно сталкивалось с чем-то слишком сильным, оно не могло его скопировать. Но имитационные способности Мэн Ин даже в этом случае были весьма сильными. Мэн Ин могла обладать способностями различных духовных источников. Хотя это была неосновательная мощь, но она брала количеством. Чу Тяня всегда боялся, что у сестер будет слишком плохой потенциал, но теперь это беспокойство было излишним. Он не знал точно, насколько сильны эти источники, но со временем они будут равны духовным источникам божественного уровня. «Ты должна отдохнуть».
Не используй пока свой духовный источник. Чутянь и Мэн Цин отвели Мэн Ин обратно в ее комнату. Ин лежала на кровати, а ее лицо было совсем бледным. Казалось, некоторые вещи непреодолимы. Если что-то превосходило силу ее духовного источника, то это сильно отражалось на ней самой. «Как ты себя чувствуешь?» Я голодна». Чутянь и Мэн Цин рассмеялись. У этой глупой девчонки определенно были нервы. Увидев, что над ней смеются, Мэн Ин тут же сказала: «Я сидела здесь 7 дней и каждый день ела сухую пищу. Хорошо. Я принесу тебе поесть». Мэн Цин ушла, а Чутянь остался возле кровати. Из-под одеяла вытянулась маленькая рука и упала на ладонь Чутяня, словно маленький шарик хлопка. «Спасибо, Чутянь». Чутянь уставился на нее. Она тотчас юркнула под одеяло, словно трусливый кролик. Чутянь не стал, как обычно, дразнить ее. Он не стал нарушать этот ласковый и нежный момент. Это лишь начало. Вместе мы будем становиться все лучше, Чутянь. Я знаю, что ты будешь совершать великие поступки. Мэн Ин пряталась под одеялом. Он видел лишь большие красивые глаза. Неважно, что с нами происходит, я и старшая сестра всегда будем рядом. Чутянь, понимающе улыбнулся. Ха-ха, расслабьтесь и следуйте за мной. Мы вступим в новую эру. Правда. А ты как думаешь? Просто подожди. Пока рано хвастаться. Мэн Ин была удовлетворена. Она определенно выполнит то, что сказал Чутянь. Жизнь, наполненная ожиданием, всегда успокаивает. Они уже получили материалы для таблетки пробужденной души. Чутянь был уверен, что сможет провести всех троих на уровень пробужденной души. Тянчэнь Коммерс должна была доставить товары. Через несколько дней прибудет адская трава, необходимая Чутяню для совершенствования призрачного пламени ада. Для защиты у него было бессмертное звездное тело, для нападения у него была техника «Меч адского пламени», он мог прорваться на уровень пробужденной души. Не нужно было сомневаться, что его сила увеличится минимум в 10 раз. Пока Чутянь уверенно воплощал свои планы, к нему быстро прибежала Мэн Цин и сказала: «Пришли гонцы семьи Наньгун, мэр хочет, чтобы ты вышел как можно быстрее». Глава 100. Вспыхнувший конфликт. Семья Наньгун была одной из 3 великих семей страны Южного Лета. Говорили, что их предок был одним из кровожадных грибных людей. Поскольку во время войны они помогали стране Южного Лета, после того, как возникла страна, они укоренились в ней. Развиваясь на протяжении многих веков, они создали мощный фундамент и заполучили широкое влияние. Теперь они стали одной из самых влиятельных семей в стране. Посланник семьи Наньгун, посетивший этот город, определенно вызвал бы переполох. Об этом не нужно было даже говорить. Они определенно пришли сюда из-за Чутяня. Чутянь поспешил к мэру. В большом зале дворца мэра было несколько десятков телохранителей семьи Наньгун, одетые в красные доспехи. Они окружали старика, которому было около 60 лет. На нем был пурпурный хала, а опирался он на темно-золотую трость. Его тело окружала тусклая, но свирепая аура. У него были небольшие глаза, но они горели, словно факелы. Людям было трудно смотреть ему в глаза. Культивационный фундамент этого старика был невероятно сильным, казалось, даже чуть сильнее, чем у Наньгун, и на самом деле уровень пробужденной души делился на несколько ступеней. Чем выше, тем сильнее становился культиватор. Первая ступень, с 1 уровня по 3, называлась исходным миром пробужденной души и называлась душой пустоты. Вторая ступень, с 4 уровня по 6, называлась промежуточным миром пробужденной души и называлась прославленной душой. Третья ступень, с 7 уровня по 9, называлась последним миром пробужденной души и называлась истинной душой. Наньгун и был лишь на пике 3 уровня пробужденной души и до сих пор находился на ступени души пустоты. Старик из семьи Наньгун определенно достиг ступени прославленной души. На первый взгляд все было не так уж и плохо, но разница в количестве духовной энергии была огромной. Важнее всего было то, что Наньгун и разрешил старику, посетившему дворец мэра, занять трон мэра. Почитаемый мэр Наньгун и мог сидеть лишь сбоку. Разница между ними была очевидной. Прибыл Чутянь. Громко закричал стражник у входа. В зал вошел привлекательный юноша. В простой синей мантии и с белым лисенком на плече. За спиной висел древний меч, а глаза сверкали, словно звезды. Он излучал спокойную ауру, которая заставляла людей чувствовать себя непристойными. На его поясе качался древний колокольчик. Каждый раз, когда он делал шаг, раздавался этот звон. Кажется, этот звук производил определенное очарование. Все молчали, пока Чутянь шел. 18 людей в черных мантиях остались снаружи, а они не последовали за Чутянем.
На Чутяне остановились бесчисленные взгляды. Старик прекратил пить чай, его светлые глаза медленно вспыхнули. Чутянь ощутил, как его окружает сильное давление. Он действительно был достоин ступени прославленной души. Он смог выпустить такое давление, даже не призвав духовный источник. Если бы на месте Чутяня оказался обычный культиватор совершенного тела, то ему было бы трудно даже стоять, не говоря уже о том, чтобы идти. Секунду помолчав, Чутянь пошел вперед, словно ничего не произошло. Наньгун, довольный появлением Чутяня, встал и представил его. Старейшина Наньгун Хай, этот юноша, Чутянь. Он и есть гений, о котором я уже упоминал. Наньгун Хай, не выражая никаких эмоций, сказал: «Наньгун и очень высоко оценил тебя». Это действительно так? Наньгун и украдкой посмотрел на Чутяня. Он как бы призывал его пока ничего не говорить. Наньгун и ответил за него: «Если честно, старейшина, Чутянь, которого я знаю уже давно, безусловно, талантливый юноша. Семья Наньгун с нетерпением ожидала талантливого человека, и я думаю, что мы должны дать ему официальный статус гостя. Это покажет, что наша семья всегда готова принимать новые таланты. Нельзя дать официальный статус гостя лишь потому, что кто-то этого хочет», Наньгун Хай говорил спокойный, и это лишало людей уверенности. Основное требование — это уровень пробужденной души. Если ты талантлив, но не достиг уровня пробужденной души, то семья Наньгун не примет тебя. Не говоря уже о том, чтобы принять сразу троих. За кого ты принимаешь семью Наньгун? Чутянь понял, в чем проблема. Возможно, они были из одной семьи, но оказались совсем незнакомы друг с другом. Между ними даже был барьер. Большие семьи оказались не такими сплоченными, как казалось с первого взгляда. Скорее всего, они были из разных ветвей семьи. Вероятно, их интересы конфликтовали друг с другом. Наньгун и собрался открыть рот. Ладно, давайте не будем говорить о статусе официального гостя в первую очередь. Наньгун Хай встал и при всех упрекнул Наньгунной. Главная причина, по которой я приехал в город Южного Неба, это расследование твоего конфликта с семьей Е и семьей Чу. Ты должен знать, что семья Наньгун отправила тебя в центральное государство, чтоб ты продемонстрировал могущество семьи Наньгун в политических и военных кругах, но перестань оправдываться. Семья очень разочарована. Наньгун и нахмурил брови. Меня не волнует, что семья думает обо мне. Но этот юноша, лицо Наньгун Хая стало очень строгим. Ты хорошо понимаешь свою миссию. Ты не добился результатов, которые нужны были семье, и даже осмелился оскорбить другие семьи, вызвав недовольство местных семей и семьи Наньгун. Наньгун, из-за твоих поступков семья Наньгун потеряла несколько сильных сторонников. Ты даже не думал представить картину в целом. Наньгун и твердо сказал: местные семьи — лишь слабые клоуны, почему семья Наньгун должна заботиться о том, что они считают? Правое дело находит больше поддержки, а несправедливость не получает поддержки совсем. Ты понимаешь эту логику? Голос Наньгун Хая стал серьезным. Если ты собираешь таланты, то мы не будем тебе противодействовать. Но не забывай о своей миссии. Наньгун и немного рассердился. Этот жесткий человек неимоверно раздражал семья Е и семья Чу. Семья Наньгун могла одолеть бесчисленное количество семей, но могла ли она сравниться с Чутянем? Наньгун и с негодованием произнес: «Старейшина, вы заранее сжигаете мосты. Я уже рассказывал вам обо всем, что сделал этот юноша. Вы до сих пор не оценили его талант. Почему вы продолжаете ему препятствовать? Препятствовать. Наньгун Хай уставился на Чутяня. Спрошу тебя прямо, почему ты хочешь стать официальным гостем семьи Наньгун? Чутянь нахмурил брови. Он понял, что сегодняшнее дело будет непростым. Если не хочешь говорить, то я помогу тебе это сделать. Ты оскорбил несколько великих семей, а теперь хочешь найти надежный зонт и спрятаться под ним. Холодно улыбнулся Наньгун Хай. Поскольку ты хочешь, чтобы семья Наньгун защищала тебя, ты должен хотя бы показать свою искренность. Если поклянешься в верности семье Наньгун, мы рассмотрим вопрос о твоей защите. Но если ты колеблешься, то как ты можешь ожидать, что я тебя рекомендую? Если сегодня мы сделаем тебя официальным гостем, а завтра ты уедешь, то где будет моя семья Наньгун? Что за чертовщина? Семье Наньгун недостаточно культивационной техники, чтобы дать ему статус официального гостя. Даже если я уйду, твоя семья Наньгун ничего не потеряет. Характер Чутяня никогда не был добрым. Раз семья Наньгун презирает его, почему он должен цепляться за них? Раз так, мне не нужен статус официального гостя. Юноша, у тебя есть талант, то твои методы неверны, беспристрастно сказал Наньгун Хай. Как насчет того, если я сделаю тебя почетным учеником семьи Наньгун и увезу из центрального государства? Тебе не нужно будет бояться мести этих семей, а Наньгун и перестанет их провоцировать.
Так будет лучше для всех, почетный ученик. Плевал я на твоего почетного ученика. Чуть-тянь очень разозлился. На что может рассчитывать почетный ученик? Даже на самое малое не может. Обычный почетный ученик старейшины не получит защиту семьи Наньгун. Вместо этого он лишится свободы, превратится в марионетку. У этого старого пса были недобрые намерения. Он явно хотел, чтобы Чутянь остался рядом с ним. Превратившись в живую энциклопедию, он явно хотел выжать из него все соки. Думаешь, я, Чутянь, идиот, Наньгун Хай даже не позволил ему возразить. Прямо сейчас ты идешь со мной. Наньгун и сердито сказал, я не согласен. Наньгун, ты член семьи Наньгун? Прошу, не забывай о своем месте, у тебя недостаточно статуса, чтоб так говорить со старейшиной. Наньгун Хай холодно посмотрел на Наньгун И. Никто не может перечить решениям, которые принимаю я. Ситуация дошла даже до такого. Наньгун И совсем не предполагал этого. Когда Наньгун Хай приказал своим телохранителям немедленно увести Чутяня, дворец мэра захлестнула волна насилия. Над городом Южного неба повисло страшное давление. Наньгун Хай погладил белые усы и холодно сказал, кто посмел бросить вызов семье Наньгун. Закончив, он соскочил с места и вышел из зала. Сильный ветер в небе комкал облака. Горизонт заполонила жестокая аура, и все пространство оказалось под сильным давлением. У всех на лицах показался шок, это наверняка была аура свирепого древнего зверя, но мог ли он появиться над городом Южного неба? К городу Южного неба летела неимоверно огромная золотая птица. Что это за демонический зверь? Наньгун и Наньгун Хай увидели золотую птицу и одновременно нахмурили брови. Гигантская золотая птица была могущественным демоническим зверем второго уровня, однако она достигла лишь второго уровня пробужденной души. Древний, почти вымерший зверь не мог испускать такую ауру. Скорее, смотрите. Кто-то сидит на спине золотой птицы. Толпа в городе Южного неба потрясенно вдыхала холодный воздух. На могущественной золотой птице сидел юноша, одетый в белое, кажется, ему было не больше 20 лет. Его взгляд был весьма внушительным и придавал ему вид чудовища. Разве в мире мог существовать кто-то, обладающий подобной силой? Яростная аура древнего чудовища исходила от человека, Наньгун Хай ощущал ауру противника. Чтобы выпустить такую ауру, он должен был стать экспертом прославленной души. На его лице показалось сердитое выражение. Кто бы это ни был, как он осмелился потревожить семьи Наньгун? Как я могу вытерпеть это? Громко взревев, Наньгун Хай выпустил огромное количество энергии огня. Его духовная энергия отличалась от духовной энергии обычных людей. Казалось, из его тела течет густая жидкость, и тепло, которое она выделяла, было невероятно опасным. Его духовный источник, магма, Наньгун Хай заслуженно был членом семьи Наньгун. Огненный духовный источник и способность превращать духовную энергию в магму оснащали его мощной разрушительной силой. Магма покрыла тело Наньгун Хая, и его тело стало в несколько раз больше. Он превратился в огненного гиганта. Ха! Я давно слышал о знаменитом искусстве пылающих небес семьи Наньгун. Сегодня я пришел за советом. Юноша подпрыгнул и рухнул вниз. Он высвободил духовный источник, и у него за спиной показался яростный волк. Его огромное черное тело словно вырезали из нефрита. Его лапы были покрыты пламенем, а глаза горели, как факелы. Меж ребер торчали два гигантских драконьих крыла. Это страшное, звериное давление принадлежало духовному источнику. Наньгун Хай и чудовищный юноша трижды ударили по воздуху. Воздух наполнил огонь, тут же поднялся свирепый ветер. Сердце Наньгун Хая переполнилось изумлением. Этому юноше не было даже 20 лет, а его культивационный фундамент был таким же мощным. Такие гении редко встречались даже в семье Наньгун. Ха-ха-ха. Ты действительно достоин быть экспертом промежуточного мира пробужденной души. Чудовищный юноша стал смелее. Сражение продолжалось. Вдруг он начал одерживать верх. Гигантский волк ожил, взмахнув крыльями, бросился к Наньгун Хаю. Небесное нападение божественного волка. Небесный пылающий кулак. Магма, покрывающая тело Наньгун Хая, взволнованно забурлила, и кулак устремился в небо. Две мощные силы столкнулись друг с другом, и несколько домов в городе Южного неба объял огонь. Окружающие начали паниковать. С тех пор, как в городе Южного неба происходили сражения такого размаха, прошло 100 лет, эти два человека были слишком сильными, чудовищного юношу отбросило на несколько метров назад, очевидно, он получил легкие ранения. Изо рта Наньгун Хая потекла кровь, он получил более серьезные травмы. Они были примерно на одном уровне, но духовный источник юноши оказался сильнее. Я знаю его.
Демонический пламенный волк с драконьими крыльями. Это демонический пламенный волк. Этот юноша — один из 4 молодых мастеров Центрального государства, молодой мастер Небесного Волка Е Тянлан,